Приветствую вас в третьей части вязания сиреноголового. В предыдущих частях мы связали руки и ноги. И в этой части мы будем соединять это все в одну деталь. Будем вязать тело. Для начала мы присоединим ноги, затем руки, свяжем шею, свяжем провода на груди. Первые две части вы можете найти на моем сайте, там же находится и текстовое описание вязания рядов. Условное обозначение: воздушная петля, столбик без накида, пропуск петли, прибавка, убавка и тройная прибавка. Начинаем вязать тело. Оставляем небольшой кончик, только чтобы его потом закрепить. И вяжем цепочку из 6 воздушных петель. Узелок я не делаю, здесь сразу начинаю набор петель. 4, 5 и 6. Теперь со второй петли от крючка провязываю 4 столбика и в первую петлю цепочки провязываю 3 столбика. По этой стороне тоже 4 и в последнюю петлю 3 столбика. Получится в ряду 14 петель. Вот так будет выглядеть деталь. Теперь вяжем еще один ряд: 4 столбика, прибавка, столбик, прибавка, и повторяем 4 столбика, прибавка, столбик и прибавка. В ряду будет 18 столбиков. Теперь вот так выглядит деталь. В следующем ряду провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И здесь присоединяем вот за эти 3 петли следующие, они как бы сбоку, присоединяем ногу. Так как ноги у нас одинаковые, мы берем любую и делаем ее правой. При необходимости я прячу наполнитель, чтобы он мне не мешал. И находим 3 петли. Расположите ногу так, как я показываю, пальцами к себе. И вот с этой внутренней стороны эти 3 петли будут средние, посередине расположены. Вот за них мы будем сейчас привязывать деталь, которую только что связали. Вводим крючок в следующую петлю за обе стенки и вводим в первую дальнюю петлю из 3. Раз, два, три. Вот в третью петлю вводим крючок. И теперь провязываем столбик через эти 2 детали. Захватываем нить и протягиваем ее через все петли. Завершаем вязание столбика. Дальше нужно связать еще аналогично 2 раза. Вводим крючок в следующую петлю этой детали и одновременно следующую петлю ноги. И провязываем столбик. Следите, чтобы крючок заходил у вас за обе стенки петель. Довязываю столбик и 3-й раз снова ввожу крючок в следующую петлю и следующую петлю ноги.
захватываю нить и довязываю столбик. Теперь переходим на вязание по вот этой детали, снова маленькой. Перекидывайте нить, так как удобно вязать. И провязываем обычные столбики без накида, начиная со следующей свободной петли. 6 столбиков итого. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И здесь нам нужно в следующие 3 петли аналогично присоединить вторую ногу. Вводим крючок в следующую петлю за обе стенки, берем вторую ногу и делаем ее левой. Она будет с этой стороны. Пальцами прикладываем ногу так же, как и первую ногу, чтобы пальцы в одну сторону смотрели. И ищем также 3 петли с этого боку, которые находятся посередине. И в первую петлю из 3 вводим крючок и провязываем столбик без накида. Ниточку я снова перекидываю для удобства. И провязываю столбик. Снова ввожу крючок в следующую петлю и в петлю ноги. Провязываю столбик. И точно так же нужно связать 3-й столбик, захватывая петли вместе, и довязываем 1 столбик по этой стороне. Вот так будут выглядеть соединенные вместе ноги уже в одну деталь. Здесь раскручиваем проволоку и скручиваем вместе. Так будет и удобнее вязать, и она не будет болтаться, мешаться. Много скруток не делаем. До конца тоже можно не скручивать. Здесь просто обратно загибаем колечки, чтобы нам не пораниться. И продолжаем вязать. Проволока не должна стягивать ноги. Ноги должны находиться на расстоянии вот этой детали, которую мы только что связали. Теперь здесь по этой части провязываем 5 столбиков и переходим на ногу, вот на эту часть. Всего было 23 мы заняли, у нас остается 17 петель. Провязываем эти 17 петель, переходим снова на среднюю часть, провязываем 6, по второй ноге снова 17 и здесь 1 петлю. Итого в ряду получится 46 петель.
Вот эти 3 петли и здесь 3 петли мы вообще не провязываем, забываем про них, пропускаем. Вот так будет выглядеть после провязывания этого ряда. И здесь для удобства дальнейшего вязания я провязываю 2 дополнительных столбика без накида. Это так называемые петли смещения. Таким образом, конец ряда у нас будет находиться на середине задней части. У нас 3 петли с одной стороны и 3 петли остается с другой стороны. Это у нас середина. И все следующие ряды мы будем вязать относительно середины симметрично. То есть правая сторона будет симметрично левой. Здесь желательно ввести конец ряда, поставить метку либо ниткой, либо другим способом, который вы обычно используете, чтобы не спутаться, не сбиться при дальнейшем вязании. А также конец ряда помогает затем следить за смещением. И следующий ряд начинаем вязать с середины уже. Вот так я закрепляю эту нить конца ряда одним столбиком. И далее провязываем по схеме 5-й ряд, который вы видите. Здесь будет немного прибавок. А с этой стороны, вот в этих местах, где у нас соединение ног с средней частью, здесь будут убавки. И с этой стороны, соответственно, тоже будут убавки. И довязываем ряд до конца. Здесь будет пару прибавок, тройку. И довязываем до конца ряда. И вяжем еще 4 ряда, там нет ничего сложного. По схеме, которую вы здесь видите, там мы будем делать убавки. И они будут вот так наклоняться под углом, сдвигаться сюда. А с этой стороны будут сдвигаться сюда. И получится такой эффект костей, как будто кости присоединены. В последнем ряду получим 42 петли. Никаких петель смещения при вязании вот этих последних рядов не делайте, иначе сдвинется узор. Даже если сдвинется конец ряда и будет видно наклон, петель смещения не делайте. Вот так уже будет выглядеть. Здесь как бы идет кость, уже видно. И когда набьется, оно еще будет более выделено, а сзади просто немного расширения. Теперь вяжем следующий ряд, я его покажу подробнее. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем 5 воздушных петель. Пропускаем сбоку 11 петель, отсчитываем 11 и вяжем с 12. Или можно посмотреть, где у нас вот эти 8 столбиков, они хорошо видны между убавками, и начать вязать с первого из этих 8 столбиков. Нам нужно их все 8 провязать. В 12 петлю от крючка я ввожу крючок и провязываем 8 столбиков. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Снова вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаем 11 петель. И из 12 петли провязываем оставшиеся в ряду 6 столбиков. Здесь можно еще себя проверить, отсчитать 12 столбиков от последнего связанного перед цепочкой, что точно все правильно. В 12 столбик ввожу крючок и провязываю 6 столбиков до середины задней части. Теперь следующий ряд мы будем вязать по малому кругу, вот по этой цепочке, а вот эти части мы довяжем уже, когда будет у нас полностью связано тело до конца. Вернемся в эти места. Здесь у меня будет мешать каркас при вязании, слишком широко расставлена проволока, поэтому я здесь немножко скручу. Придется все раскрутить и перекрутить в этом месте в начале самом. И свяжите по описанию, которое вы видите. Сначала будет 10 рядов по 30 столбиков без изменений, и затем будем немножко прибавлять. Прибавки будут симметричные и тело расширится немного. Вот так будет выглядеть. Здесь у нас пока остается отверстие, и здесь немного тела у нас пошло на увеличение. Перед вязанием следующего ряда нужно выровнять конец ряда. Если здесь виден сильный наклон, можно ориентироваться либо на нитку конца ряда, которую мы вначале вставляли. Будет видно, что нитка наклоняется, если вы ее ввели. Если нет, то вот так зажимаем, растягиваем с двух сторон и смотрим визуально, где у нас конец ряда, по центру или нет. У меня нет, поэтому я провяжу дополнительно один столбик смещения, и конец ряда теперь у меня будет после этого столбика. Теперь у меня конец ряда по центру задней части, и вяжем следующий ряд. В следующем ряду будем делать отверстия для того, чтобы в дальнейшем в них связать провода. Этот ряд я покажу подробнее, и дальше будете вязать уже по схеме. Провязываем 16 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Здесь вторая и третья петля от крючка должны быть по центру передней части. Если это так, то вы правильно сделали смещение. Провязываем 3 воздушные петли, пропускаем одну петлю и во вторую петлю от крючка провязываем столбик и вяжем симметрично. Снова столбик, 3 воздушные петли, пропускаем одну петлю и со второй петли от крючка довязываем ряд 16 столбиков без накида. Итого в ряду будет 40 столбиков. Вот такие на передней части получится 2 отверстия. И следующий ряд провязываем так. Снова 16 столбиков. Здесь у нас 3 петли. Из них мы провязываем только среднюю. То есть одну пропускаем, вяжем, пропускаем 2 столбика, пропускаем столбик, пропускаем и заканчиваем ряд 16 столбиков до конца. Итого в ряду будет 36 столбиков. Теперь нам нужно повторить только что связанные 2 ряда вот с этими отверстиями еще 4 раза. То есть следующие 8 рядов провязываем по аналогии. Сначала в ряду вяжем 2 цепочки, затем ряд прямой, затем снова ряд с цепочками, ряд прямой. Итого таких отверстий у нас должно получиться 10. Вот так это должно выглядеть. Вот они, отверстия. 10 штук. И вяжем дальше. В следующем ряду будем вывязывать руки. Ввязываем их по аналогии с ногами. Этот ряд покажу снова подробно. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В следующую петлю вводим крючок и берем правую руку. Вот этот палец большой должен быть расположен вовнутрь, в сторону тела. Это правая рука. Здесь мне проволоки мешают, я их немного перекручу заново, чтобы было удобнее вязать. Прикладываем руку к телу, так как рука должна быть правильно. И с внутренней стороны ищем средние 4 петли. И в крайнюю петлю, в дальнюю от нас, из 4, которые мы примерно определили,
Вводим крючок. Работаем также за обе стенки петель. И провязываем столбик без накида одновременно за все петли. Вводим крючок в следующую петлю тела, следующую петлю руки и провязываем второй столбик за 2 петли. Вводим крючок в следующую петлю тела и следующую петлю руки, провязываем третий столбик. И аналогично провязываем еще один четвертый столбик. Одну руку мы присоединили. Переходим на вязание по передней части тела. Нитку я здесь перекидываю для удобства вязания. Здесь по этой стороне вяжем тоже 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И здесь нам нужно связать еще 2 таких же отверстия. Вяжем 3 воздушные петли, пропускаем столбик, вяжем 2 столбика, 1, 2, снова 3 воздушные петли, пропускаем петлю и снова 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И здесь вводим крючок в следующую петлю и будем присоединять вторую руку, левую руку. Я перекидываю для удобства нить. Берем левую руку и прикладываем ее к телу так, чтобы большой палец смотрел вперед и внутрь, то есть в сторону тела. И по аналогии находим 4 петли с внутренней стороны руки и в первую из них вводим крючок и провязываем столбик. Итого нам нужно связать 4 столбика, то есть еще 3 раза свяжите за обе петли и затем довяжите 6 столбиков до конца ряда. Вот так будут выглядеть присоединенные руки. В следующем ряду везде вяжем столбики по задней части, по руке, по передней части. И вот здесь только на цепочке, так же как и до этого, мы пропускаем петли крайние, вяжем только по одной средней петле и довязываем симметрично ряд до середины задней части. В ряду будет 48 столбиков. Все.
Все, с отверстиями мы закончили. Всего их получилось 12. Руки мы тоже вязали. И далее вяжем 2 ряда просто по 48 столбиков без изменений. И нам остается сузить плечи и довязать тело до конца. Следующий ряд вяжем так. Здесь провязываем 6 столбиков. По всей руке провязываем убавки. 5 убавок будет. Переднюю часть вяжем без изменений 16 столбиков. Здесь снова 5 убавок и довязываем ряд до конца 6 столбиков. У нас было 48 петель, станет 38 петель. В следующем ряду нужно сильно убавить, и мы провязываем 19 убавок по всему кругу. Я буду пропускать опять петли и вязать убавки путем пропуска. Мы получим в ряду 19 петель. Вот так это уже будет выглядеть. И на данном этапе нужно набить деталь, пока у нас отверстие не слишком сузилось. Также распутываем проволоки, которые идут из ног. На них мы потом будем вязать в 4-й части сирены. И распутываем проволоки от рук. И набиваем деталь. Начинаем снизу, донабиваем ноги сверху, там где мы оставляли место на 2 ногах. Через эти же отверстия набиваем серединку по пояс. Здесь будет вылазить наполнитель, но это потом мы исправим. Через вот это отверстие заполняем тело равномерно, довольно плотно. И плечи, руки тоже донабиваем и заполняем. Вот так палочкой, небольшими комками наполнителя. Я начинаю снизу, с ног. И вот таким образом наполняю. Дальше здесь и до конца набиваем. Здесь у нас вот наполнитель пока торчит, но ничего страшного. Здесь у меня плотненько набито все. Потом я еще поправлю в конце, чтобы было ровно. Теперь каркас. Проволоки от рук у нас пойдут в шею. Вот эти проволоки от ног пойдут в сирены. Проволоки от ног загибаем вот так на заднюю часть. А проволоки от рук лучше при помощи плоскогубцев загибаем вот так на 90 градусов в сторону друг друга. Так. И вторую проволоку тоже на 90 градусов в другую сторону. Теперь по центру тела отгибаем их снова на 90 градусов вверх. Одну и вторую. Вот эти части, которые мы загнули, проталкиваем в плечи. И вот эти все проволоки, получается 4, скручиваем между собой. Примерно по высоте будущей шеи. Все поправляем. Вот эти 2 проволоки не скручиваем. Они нам нужны по отдельности. Мы на них навяжем сирены. Ими займемся чуть попозже. Сейчас вяжем шею.
Примерно на расстоянии 5-6 сантиметров отрезаем лишнее. Если все сразу не получается, то по отдельности частями отрежу. Кончики мы потом будем еще подгибать, поэтому немного с запасом я отрезала. Теперь вот эти две проволоки отгибаем назад и временно оставляем. Возвращаемся к вязанию. У меня здесь конец ряда чуть-чуть сместился, но я не буду на это обращать никакого внимания, потому что следующие 2 петли я буду как раз пропускать, и они окажутся по центру вместе с каркасом. Поэтому здесь я просто вяжу сразу 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаю 2 петли. Здесь получится такое отверстие снова, из которого будут выходить эти проволоки. Отсчитываю 2 петли и в третью петлю вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Вот так. Цепочка у нас пройдет с другой стороны каркаса. И вот это отверстие. И оставшиеся петли, их всего 16 осталось, мы провязываем убавками. То есть 8 убавок будет. Всего в ряду будет 12 столбиков. Здесь у меня получилась такая вмятинка за счет того, что я здесь просто не плотно набила, и из-за того, что здесь очень много убавок. Следующий ряд провязываем, убавляя еще в 2 местах. Получится 10 столбиков в ряду. По бокам вот здесь убавки будут. И далее провязываем уже эту шею. Будет 5 рядов по 10. Ну и далее по описанию. Примерно до сюда получится эта шея. Здесь в конце, как только вы будете знать, где у вас заканчивается вязание, примерно ряда за 3-4 до конца, распутываете каркас и отрезаете на нужную длину, если необходимо. И после этого кончик так загибаете, как мы это делали на пальцах, чтобы изолировать его. Нить в конце закрепить, отрезать и отверстие стянуть. Кончик я спрятала внутрь вот этой шеи. Я уже тут поиграла пальцами, позагибала их. Вот так действует каркас по всему телу, руки сгибаются. И нам остается сделать 2 вещи: закрыть бедра здесь и связать вот эти провода на груди. И 4-я часть вязания это будет уже сами сирены. Вот с этого отверстия мы будем вязать 2 сирены. В этой части мы довяжем бедра и вот эти отверстия. Помним, что здесь у нас 1 петля снизу, которые мы пропускали, есть боковые столбики и есть здесь 3 петли, но их очень плохо видно, потому что в следующем ряду мы везде вязали только в 1 петлю, а 2 пропускали. Поэтому я буду вязать так. В этот нижний столбик я вот ввожу крючок и присоединяю сюда нить.
закрепляю. И эта петля у меня будет вместо первого столбика. Далее ввожу крючок внутрь отверстия и вывожу в боковой столбик. И уже одну нитку захватываю и провязываю столбик. Это будет второй столбик. Дальше я ввожу крючок вот сюда, в ту петлю среднюю, в которой мы столбик вязали, и провязываю третий столбик. Сразу скажу, что если вот так вот трудно, можно связать отдельно такую узкую трубочку из, начать с цепочки и затем связать 164 итого столбика, и затем просто выдавайте отверстие, пришить. Я ввожу дальше в боковую петлю и провязываю четвертый столбик. Мне так проще вязать уже на основании чего-то, ввязывать детали одна в другую. И далее я начинаю вязать уже по кругу на основании 4 петель такую трубочку. Второй ряд это будет 5 петля, это я ввожу крючок в ту петлю, которую я вязала вместо первого столбика. Здесь желательно захватить 2 стенки. Также здесь нужно подтянуть кончик и спрятать его внутрь сразу, чтобы он не мешал. И провязываю сюда столбик. Это будет 5 столбик. И дальше так двигаемся по столбикам, вяжем. Это будет 6 уже. И так далее по кругу. По 4 петлям вяжем длинную такую трубочку, прокладываем ее вокруг тела. Вот так вот. Вот так. И заканчиваем вот здесь. У меня получилось 164 всего петли. Вот такая получается трубочка. Кончик я спрячу сейчас внутрь. Вот так оборачиваем. Эта трубочка не должна не сильно стягивать тело, не сильно отвисать. Здесь я нить вытягиваю. Если будете пришивать этот конец иголкой, то подлиннее вытяните. Я буду пришивать крючком, поэтому я ее отрезаю на расстоянии сантиметров 6 и пришиваю вот в это отверстие. Крючком пришиваю я так. Я вывожу крючок по очереди то в петлю тела, то в петлю этой трубочки. Вот я начинаю с бокового отверстия, вот с этой стороны, ввожу крючок, захватываю нить и вытягиваю. Затем ввожу крючок в следующую петлю этой трубочки. Захватываю нить и вытягиваю. Затем ввожу крючок снова в петлю тела,
вот в эту нижнюю петлю. Захватываю нить и вытягиваю. Затем снова ввожу крючок в следующую петлю трубочки. Захватываю нить и вытягиваю. И остается в боковую петлю ввести крючок, вытянуть нить, последнюю петлю трубочки и вытягиваю нить и ввожу крючок в последнюю петлю тела, вытягиваю нить, закрепляю ее воздушной петлей и этот кончик прячу в тело. И аналогично я привязываю еще 4 такие трубочки по вот этим отверстиям. Итого их будет 5. И последнюю трубочку я провязываю чуть короче и провожу ее вот так через плечи, за вот этой шеей. Но советую вот эту последнюю вязать уже после того, как вы свяжете сами сирены. Иначе сзади отверстие будет трудно обвязывать, и она будет мешать. И нам остается только связать вот эти боковые части, закрыть вот эти два отверстия, которые у нас получились. Начинаем с этого бока, вводим крючок в первую петлю вот этой части ноги, крепим сюда нить. Я здесь, как обычно, делаю узелок, креплю кончик, делаю воздушную петлю вместо первого столбика, провязываю обе нитки и дальше вяжу уже одной ниткой. Здесь у нас по этой части всего 11 петель, и мы провязываем в каждую петлю столбик. Еще получится 10. Итого 11. И переходим на вязание по второй части. Здесь у нас были связаны 5 воздушных петель, соответственно 5 столбиков нужно связать. Итого в ряду будет 16 столбиков. И по образовавшемуся кругу мы вяжем еще 3 ряда. Здесь по бокам будут убавки, вот здесь убавка, и с другого края тоже убавка в следующем ряду. Будет 12 петель в ряду. Итого. И в следующем ряду снова мы делаем убавки 4 раза и получим 8 петель в ряду. На этом этапе набейте деталь, наполните ее и по описанию довяжите. Вам останется один ряд, это просто 4 убавки. И затем останется 4 петли, стяните это отверстие и нить закрепите и спрячьте внутрь детали. Здесь вяжем абсолютно аналогично, только начинаем с другого края. Здесь, если наполнитель мешает, то убираем его и начинаем
прикрепляем нить вот с этого уголка. Вяжем 11 столбиков по этой стороне, 5 по той. И если там мы начинали с той стороны, то здесь мы начинаем просто с этой стороны и довязываем аналогично. Также набиваем эту деталь. И вот так у вас должно получиться в итоге. Вот такие бедра, похожие на кости. Получится вот такие провода. Верхняя, видите, как обходит у меня сзади за каркасом и за шеей. Вот эти все остальные двигаются так вверх-вниз. Можно их подвигать или раздвинуть, или наоборот вместе соединить, как хотите. И вот это вот она отдельно идет деталь. В четвертой части мы с вами свяжем 2 сирены. Заходите, буду ждать.